Всем привет, дорогие друзья! Говорит и показывает Хакман. Сегодня мы начинаем прохождение одной очень, может быть, не очень старой игры под названием Rage. В этом году выйдет вторая часть этой игры, Rage 2. Но так как мы в первую Rage не играли, мы будем восполнять этот пробел и будем ее проходить. Я извиняюсь за то, что я опоздал более чем на полчаса. Тут случилось, так сказать, непредвиденное обстоятельство в том плане, что у меня 3 монитора и игра выводилась в настройках на первом из них, то есть на неудобном мне мониторе, а не на тот, которым я обычно играю. Это, наверное, либо настройка самой игры, либо что-то, какие-то косяки с драйверами. Я пытался эту проблему быстренько устранить, но, к сожалению, не получилось. Вот, пришлось повозиться, поковыряться, и в результате ни к чему не пришло, но как бы настроил я пока что вот так. Будем надеяться, что игра в самый ответственный момент у меня не слетит с этого экрана. Так, ну что ж, поехали. Компания. Естественно, новая игра. Сложность низкая, средняя, высокая, очень высокая. Я думаю, на средней поиграем. Не вижу смысла проблемы себе делать. Bethesda Softworks представляет. Надо будет посмотреть, как там у меня со звуком дела. До столкновения с Апофисом 100 секунд. Атлас, на связи 1134. Проверка. 1134, все в норме. Запускаю протокол Ковчег. Идет подготовка к заморозке. Ввожу нанотриты. Есть. Система анабиоза готова. Система погружения, готовность 97%. Привет, Артем. Все ковчеги в норме. Пошло погружение. 1134. Есть. Цели подтверждены. Диагностика завершена. Входим в стазис. 1134. Отбой. Принято 1134. Погружайтесь. На связи Атлас. Отключаюсь. Желаю всем дожить до завтра. Метеорит упал на Землю, и случился апокалипсис. Артем, мы сейчас и узнаем, про что игра. Проект EDM, Ковчег 437А, год плюс 106. Ага, это мы просыпаемся, походу, из криосна. Криогенные камеры в опасности. Камера Омега-5 приведена в действие. Экстренная активация нанотрита. 3, 2, 1. Контроллер нанотрита приведен в действие. Разблокировка затворов криогенных камер. Ковчега штатная. Перезагрузка внутренних систем данных. Смотрите вниз, смотрим. Сохранить такую калибровку. Ой, инверсия мыши какая жесткая. Все системы нанотритовой биостимуляции активированы. Текущие координаты неизвестны. Удаленный радар отключен. Проводится полная диагностика. Внешние герметичные затворы разблокированы. Безопасный выход. Подтверждение. Затвор на двери разблокирован. Так. Воспроизведение записанной информации. Так, как слышно, как звук? Вы, добровольцы Ковчега, наша последняя надежда, наша жизнь. В ваших руках судьба человечества.
Молимся за вас. Так. Угу. Попали мы, короче, в какую-то жопу. Все пусто. Ого! Так, кто-то нас спас. Какой-то чувырло. Все хорошо слышно. Ну, отлично. Какой бэтмобиль у него, а? Зацените. Здесь опасно, залезай. Знаю, у тебя есть вопросы, но нам надо шевелиться. Тетечки модные. Пора валить. Я Дэн Хаггар, а твое имя, сукин сын, должно быть везунчик. Ты слыхал, что за людей из ковчегов правительство дает кучу бабла? Стоп! Ты даже не знаешь ничего о правительстве. Короче, я смотрю, ты вообще ни хрена не знаешь. Ты угадал, Добро чувак. пожаловать в будущее. Так. Эти очки модные вообще. Офигенно. Приемник, радио ловишь. Бандиты! За что держаться-то? Только мишени на спине не хватает твоему костюму. Безумный Макс не хуже. Вселенная. Они как у себя дома. Ищут своих дружков. Черт, теперь у нас проблемы. Нужно спешить домой. Узнав, что я сделал, они придут за мной. И за тобой. Тут шипение какое-то так положено. У меня есть план, как вытащить нас из этой дыры. Вот и все. Это заправка. Какой-то полугород. Поселение какое-то. Реально безумный Макс вселенной. Прям вот узнается все. Нужно поговорить. Вылазь из бак. Идем сюда. Классный мотик. Тоже такой хочу. Ты мне дашь покататься? Гараго. Или что-то такое. Так. Слушай, спасая тебя, я сильно рискую. Не только своей шкурой, но жизнью всех наших. Я не искал себе проблем, поэтому выжил. А ты уже проблема. Я проблема? Стоп. Ну, что делаем-то? Вот что нужно сделать. Иди к бандитам и убей их. Так просто? Все просто, не Да. так ли? Конечно. Чтобы никого не осталось, кроме тебя. Возьми один из моих вездеходов в гараже и еще ту пушку и боеприпасы со стола. Да, спасибо, на хлеб не намажешь. Вернешься живым, я дам тебе броню, прикроешь свой костюм из ковчега. Ну как, идет? Что ты меня дуришь, мужик? В этом мире ценятся не слова, а дела. Так что бери с прилавка пистолет и боеприпасы, садись в вездеход и отправляйся на север к убежищу призраков. И не возвращайся, пока не уничтожишь всех. Окей! Блин, какая мушка шустрая. Эти бандиты — легкая добыча. Для тебя. Вы, люди из ковчегов, какие-то особенные. Найди их логово и реши проблему. Выбор за тобой, они не отступятся. Есть ничего такой.
Так, для начала. Мышка мне не нравится. Чувствительность мыши надо поменьше. Как оно? Ну вот как-то более-менее все равно. Еще надо меньше. Жестко прям. Вот так. Ну вот более-менее. Может потом еще подделаю. Че, пойдем? Открыть досье. А где открывается досье? Ага, на таб. Или это не досье? Снаряжение. Инженерия. Арсенал. Пистолетные патроны. Так. Разобраться с бандитами. Сесть на вездеход. Костюм из ковчега. Ага. Что тут еще у нас есть? Все, да? Продолжить. Так, что тут? Ничего нет интересного. О! Мотоцикл мне мужик подарил. Погнали! Какой резкий-то, а? Так, на карту смотрим. Ага, поехали. Ускорение. Да тут и так он, смотрим, как едет. Того, гляди, сейчас навернешься. О, это, походу, какой-то этот датчик или камера какая-то. Едем. Не, скорость прям мое уважение. Мне кажется, музыка громковата, нет? Или все нормально? Так. Тихо. Что это здесь? Почтовый ящик Стэнли Экспресс. Сюда нужен водитель, готовый перевозить грузы в экстремальных условиях. Доп. Информацию можно получить в источнике. Управлять транспортом нельзя. Так, что у нас здесь? Ничего тут нет интересного. Мортира какая-то стоит. Ладно, пошли дальше. Куда нам там надо? Ага, здесь. Быстрый бег. Да мы бежим. Нормально все. Ну, отлично, Артем. Спасибо. Убежище призраков. Так, незаметно, не привлекай. Ага. Уничтожить всех встречных бандитов. Можете обшарить мертвые тела. Окей, это мы знаем. Ты смотри, какие-то прямо это... Странные люди здесь сидят. Так, что, карта не включилась? Ну, пойдем посмотрим пока сюда. Ага, пошли, посмотрели, да. Автоматы не живые. Прицелиться. Ого. Вон там, блин, уже. Нифига себе. Ты смотри, какой шустрый. Бегает. Ладно. Где еще тут пацаны были? Все? Да не может такого быть. Больно быстро все убежали-то. Так, ладно, идем дальше. Ничего у нас нет? Хорошего, полезного. Да вроде ничего. Ты каратист, блин. Так, это мы ятаган не можем взять, да?
Ага. Вот тут какая-то аптечка лежит или что это? Карта клинок призраков. Коллекционный предмет. Коллекционные карты для игры в ярость. Ага, тут какая-то карточная игра есть. Хорошо. Как тут люди живут? Или это не люди? Вообще непонятно. Вот он. Вертки, пацаны. Реально вертки. 2 бакса мне подарил. Так, ну это мы здесь были. Идем дальше. Так, единственное, что мне графика такая, да вроде там я настраивал графику-то. Так, кэш. Разрешение, сглаживание. Давайте сглаживание поставим. 2х. Детализация текстур. У вашего процессора недостаточное количество ядер. Да ладно. Давай проверим. Перезапустить карту. Ну ладно, потом. Так, кэш текстур малый. Отключено. Фильтр анизотропии высокий. Транскодер GPU. Ну давай сделаем. Это что-то как-то графика какая-то странная. Мне не нравится. Синхронизация кэш текстур большой. Игра-то старенькая, мы должны ее потянуть еще как. Так. Продолжить. Я думаю, со следующей карты мы начнем. Вот, что-то вроде поприятнее как-то стало, да? Это какое-то все размытое. Ого! Это что было? Это меня кто-то подвесил? Ну-ну, что же нам Кагар тут прислал? Ты думаешь, к нам можно так просто ввалиться? А чё нет? На бойню его! На бойню. Ты очнулся? Рад. Ух ты. Люблю, когда жертва все видит. И обещаю, тебе будет очень больно. Да что ж ты делаешь-то сразу, а? Все, конец игры. Вы при смерти нанориты в вашем теле могут оживить вас и нейтрализовать всех врагов поблизости. Нанотриты. Подождите, пока зарядятся узлы. Как только узлы будут заряжены, они выстрелят навстречу друг другу. Нажмите А, когда узлы пересекутся. Если вы не успеете, они разлетятся в разные стороны, же не встретятся, так что у вас только один шанс. Ничего себе. Чем ближе друг к другу, тем больше здоровья становится. А теперь пора начать дефибрилляцию, чтобы прожить еще один день. Ну, давай попробуем. Нифига себе, как быстро. Так, этот сдох, да? Так, этот сдох, этот... Пустошь — опасное место. Сохраняется пораньше и почаще. Сохраняться пораньше и почаще. Ну, давай сохраним. Новое сохранение. Убежище призраков. Ну, что там только один-то тут был? У этого ничего нет. Незаметно подобраться к врагам. О, патрончики. Патрончики нам пригодятся. Тихо. И чё? Подобрался я незаметно. А, погоди, может вот так вот? Блин. Как так можно здесь спать? Тут открытая местность. Какой шустрый. Ща, где-то там.
Высунь бошку свою. Подыхай, твареныш. Тихо, тихо, тихо. Ты не на того нарвался, друг. Так. Трубчики обыскиваем. Куда нам дальше идти? Что тут вообще? Шар какой-то воздушный. Ладно, пойдем дальше. Блин, этот козел наверняка нас решил скормить этим засранцем. Так, а куда идти-то? Идти-то куда? Наверх, может, куда-нибудь? Что-то тут не очевидно. Ну-ка. Нет. Вот мы тут пришли. Так, куда идти? Куда же нам? Можешь спрыгнуть куда-нибудь? А, вот, все, нашел. Каратисты, блин. Куда ты лупишь? Ух ты, ну что, и кидается? Смотри-ка. На тебя. Не ожидал, да? То-то. Телек у них, смотри, стоит. Прям убранство такое. Плохое. Ага, ага, ага. Прибыл. Самоубийцы. Так, с этого. О, тут что-то лежит. Бинты. Бинты нам нужны. А как им пользоваться? Бинты, бинты, бинты. Консервы, бинты. Использовать. Быстрое использование. Когда скорости наноритов не хватает. Так, у нас вроде бы все окей пока. Еще один прискакал. Ну, ты смотри, блин, ниндзя, ё-моё. Где вы там, ребяточки? Ага. Стоп, 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 стоп. Подожди, подожди. А чё, хедшоты здесь не работают в этой игре, что ли? Ага. Пойти поближе надо. Вы в жопе, да? А! А! Черт. Черт, успел восстановиться. Что-то я замешкался. Так, Кола-Конг. Кола-Конг. Не знаю такое. Блин, как тут можно жить вообще? Тут вообще проходняк сплошной. Никакой тайны
личный и семейный. Ага. Все, я понял, ребят. Пивные бутылки, а что с ними делать? Где вы тут? Вы же здесь где-то были. Так. Пока вроде проблем нету. Блин, что-то вас много здесь. О, стоп. 4 бакса. Банкоматы, этот автоматы можно грабить. Стоп. Так, а что дает пивные бутылки? Куча. Ах, если в них было пиво, да, консервы. Деликатес. Так, гранаты, бинты. Давайте используем один бинт. Что они нам даст? Вернуться обратно на фуникулере надо. Так я не вижу, где я тут был. Этот хрен, который нас стрелял. Все ярко. Полетели. Так. Здоровье. Здоровье. Ну-ка, сейчас зайдем. Что у нас здесь? Клавиатура, мышь, управление. Присесть, активировать. Следующие, предыдущие. Боеприпасы, кулаки. Арбалет, ракетомет. Нейлган. Ячейка быстрого использования. Ручной тормоз. Поворот направо-налево. Ускоритель. И все, да? То есть весь интерфейс через вот эту вот штуку. Правильно? Ну. Использовать. И я же ее использовал. Инженерия, ничего тут нет. Разобраться с бандитами, вернуться. Заработано денег. Так, ну это такая статистика, я понял. А еще что-нибудь есть? Помимо. Ну. Почему он не хочет пользовать? Наверное, все. Так, минуточку, а что, я опять сюда приехал, что ли? Я же здесь вроде бы был. Или мне кажется? Всех бандитов убил, получается. Так я всех убил или не всех? Не, ну вон у меня карта горит, значит я все правильно должен. Иду. Так, почтовый ящик, ну и что с ним?
я должен делать? Хрен его знает. Поехали. Блин, какой мощный, а? Мотоцикл. Хотел на таком всегда покататься. И что-то как-то не приходилось. Так. Вот тут есть трамплин. Что мне тут товарищ скажет? Территория Хагара. Тихо. Надо пригнать тачку назад. Точно скажет, что я угнал. Не забывайте навещать Халика, торговца в поселении. Можете продать ему весь собранный мусор. Хорошо. Что скажешь? Молодец. Ты всем нам помог. Так. Спасибо. Вот тебе обещанная броня. Но, как видишь, у нас проблемы. Какие? Слушай, пока тебя не было, на поселение напали. Кучка каких-то неизвестных бандитов. Они ничего не взяли, просто пришли убивать. У нас есть раненые, а медикаменты подходят к концу. Мне снова нужна твоя помощь. Ну говори. За холмом есть еще одно поселение. Это друзья, хоть и держатся особняком. У них есть то, что нам нужно. Передай письмо Риктору. Он все сделает. Если поможешь, я попрошу механиков в городе подогнать тебе багги. Что скажешь? Так, отправиться на запад к нефтянику, передать письмо. Спасибо. У тебя действительно есть все, что нужно? Боеприпасы, крылопалки. Если нет, поговори с Халиком. Он там, под старым знаком. Халик, Халик, Халик. Что такое? Под старым... А, вот здесь. Ты Халик. Здравствуй, О! странник. Я Халик. И я рад тебя видеть. Ой, какая Это нарожа у моя тебя лавочка. наглая. У меня тут есть все, что помогает жить и драться. Лучший товар в пустошах. Да. И лишние ценные вещи можешь приносить сюда. За хороший товар я плачу щедро. Хочешь глянуть, что у меня есть? Давай, Что показывай. нужно, парень? Так, что у тебя есть? Штурмовая винтовка. Припасы. Гранаты. Бинты купить. Типа я покупаю, окей. Припасы, ингредиенты, боеприпасы. Все? Хиленько что-то у тебя, дружок. Мне нравится Слово иметь с совсем. тобой дело. Совсем что-то у тебя хиленько. Так, а это что такое есть-то? Половина бинокля, лучшая половина. Можно использовать. Так, а что еще тут есть? Так, ну это письмо, карты, бинты, гранаты. Как вообще гранаты использовать? По идее на F торговцы вам не нужны. Живосем, чтобы сбыть свои трофеи. Хорошо, пока все нужно. Так, мойчик-то я могу взять? Правильно? Стоп. Че, я к тебе не зашел, что ли, или че? Че мне сюда все показывает? А, или мне... Погоди-ка. Электромагнитные гранаты. Это что такое вообще? Тут миссия какая-то или что?
херня? Ладно, пойдем посмотрим. Ого. Держись, держись. Ну что такое, а? Еще один урод какой. О! Фига себе, у нее пушка. Больше ее самой. О, оседлал, оседлал, оседлал. Крутая, крутая девица. Ну вообще, огонь. Comfy. Oh no, please, don't get up. Походу, какое-то дополнение. You must be Dan's new guy. Well, since you're down here, I could use a hand figuring out these tremors before the entire settlement collapses. Another hold to plug. We're running out of time. Well, get in there and see what you can find. А если не I'm going хочу higher up. с And тобой hey, такой? plenty more mutants around. Try to stay upright, okay? Oh, name's Sarah. Remember. Name Sarah. Sarah так Sarah. Субтитры включены. Так. Так. Ничего тут такого нету. Походу ничего. А если я не хочу с тобой идти? Я могу как-то отказаться? Червей, что-то там. Выяснить что-то насчет червей. Да прыгай ты. Ну и куда я должен идти? Опа-на. Какой... Какие шустрые-то, ё-моё. Ничего у них нет. Так, это походу бинокль, да? Так, это я могу взять? Грибы. Смотри какой. Тихо. О. Так. Так, спокуха. Где мои бинты? Ну, я их использовал, правильно? Так. Так. Сучка. Канистра с маслом. Бегают. На тебе. Ой, тут и кулаки, смотри, работают нормально так. Кулаки тоже работают неплохо так. Так, где тут? Где дробаш? А, дробаша уже нет. Он закончился. Черт, у меня и патроны закончились.
Чё ж мне вас кулаками, что ли, долбить? Патронов-то больше нет. Одни какие-то грибы. Гаечный ключ, пистолетный патрон, ничего больше нет. Понятно. Что ж, пойдем кулаками тогда в рукопашную. Блин, кровищ-то от них сколько. Блин, в какую-то жопу занес. О! Штурмовой винтовок. Дохни, тварь. Так, сколько у нас? Патронов, кстати, много. 140. Да блин, как же они быстро бегают, а? Прям вообще почуяли прям, что ли? На, держись, твою сволочь. Сучки. Не, ну конечно, для 2011 года анимация такая себе. Тихо, 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 тихо. Фу-фу. Стоп, стоп, стоп. О, как хорошо прилетело ему. Так. Бинты, бинты. Так я использовал или нет? Что-то непонятно. Вроде жму. Что-то ни хрена. Так. Куда нам идти-то надо? Что-то я уже запутался, мальца. Тут я же вроде был, да? Или нет? Не, походу нет, не был. Походу не был. Ух ты, вот этот вот жирный хрен. Вот это вот жирный хрен. Он еще и огнеметом стреляет. А вот не угадал. Так. А есть ли у меня что-нибудь такое, что... Черт возьми. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. У меня же есть гранаты, правильно? У меня есть гранаты. Гранаты у меня есть. Активировать. В ближнем бою. Следующее, предыдущее. НБ. Следующее оружие, предыдущее. Кулаки, пистолет, дробовик, винтовка, ракетомет. Выбор оружия. Давай, наверное, на Т. Клавиша уже выбрана. А для чего она выбрана-то здесь? Выйти из машины. Сказать. Но нам чат не нужен. Пускай будет
Выбор оружия. Так. Кулаки. Не, ну в рукопашную мы его не завалим, это 100%. Походу он бронированный, и мы с ним так не справимся. Так, бинты взяли. Хорошо. Так у меня же есть гранаты, почему я их не могу взять? Запачкать все вокруг. 5 гранат. Ну. Почему? Так что ли надо обязательно? Чё с ним? Не, ну должно же быть какое-то объяснение. Так, еще раз. Это глупо так гранат стрелять, правильно? Вы согласны же со мной? Ты же согласен со мной, Артем? Что это глупо таким вот образом? Че, все, готов? Я убил его? А где труп? Так, вот мы пришли. Ага. Да что ж ты будешь делать-то, а? Все. На тебе. Что там у вас есть, что? Хрень всякая, да? Для кого-то это удобно. Артем, ну конечно же купил. Ты чё? Просто дополнения какие-то тут отдельно устанавливал. Возможно, что-то не применилось. Наверное, не надо было просто оставить игру стоковой и все. Так, кто там? А ну-ка. Опа-на. И пацанов взорвали. Ага, вон там какой-то хрен. Так, наверное, здесь надо пройти. Чё ты ржешь? Так. Бинты? Бинты. Ржет он еще там сидит. Дохни. О, куда ты побежал? Я с тобой еще не закончил. Так, а у меня 2 патрона всего осталось. Хедшот. Так, а у них что вообще за пушки-то? Что у меня есть? О, у меня калаш есть. Да дохни ты, тварь! Какой живучий. Блин, какие же они все живучие, реально. 2 бакса с каждого. У них у всех по 2 бакса. Входные, что ли? Дохни, дохни, тварь.
Ладно. Вот. Так, у меня больше разговор получается. Так, секунду. Патронов нет, патронов нет. Кулаки, что ли? Что? Не, ну с кулаками с одними... Дохни, дохни. Аж... Чё, я ему кулаками башку снес? Нифига себе. Как так может быть? Один пистолетный патрон. И все? Не, ну только не ты, а. Давай ты не будешь, а. Блин, что мне с вами делать? А, не там. Сейчас, короче, придут ко мне, да? Бочку нельзя? Нельзя. Познакомься с Сарой. А, встретиться с Сарой. Так я иду. Что-то с Сарой место для встречи выбрал какое-то странное. Что за лазерный прицел тут? Ага. Турель стоит. Давай-ка мы ее... И чё? А, блин, я думал это... Я думал это чужая. Ты своя, оказывается. Че с турелью, что-нибудь можно сделать? Ни хрена. Поехали. Those bandits you ran into called themselves Scorchers. Bunch of insane bastards. A few years ago, you couldn't walk 50 feet without catching hell from a group of them. But after a while, they pretty much disappeared. You'd hear people talking now and then about some awful things they've done, but no one knew anything for sure. I overheard some of them talking about a slick refinery. It has something to do with Feltride oil. Я все понял. Мне оружие дадут? Или на кулаках? О, ну-ка давай сюда. Я давно хотел пушечку такую. Спасибо. Ты смотри, какая классная, а. Давай, давай, погнали, блин. Пушня классная. В пустошь. Это дополнение, короче, вот эти пустоши. О, все. Получается все, правильно? Едем дальше. Ну, погнали. Если помните, там надо было какое-то место с каким-то соседям доехать, да? Нефтяники, или как их там называют. Что это такое здесь? Отдать Рихтеру список Дэна. А где он? Джохан нефтяник. Сейчас позже. Если я тебе нужен, зайди позже. Окей. Ты кто? Виктора? Он наверху. Ну пойдем. Рамос нефтяник. Если что-то нужно, иди к Риктору. Он здесь главный. Что-то нужно с тобой, что поговорить нельзя, ты не можешь. Вижу, Дэн опять во что-то вляпался. Ну, этот список должна проглядеть Дженус. Иди,
Она наверху. Отдай записку и возвращайся ко мне. Есть интересное предложение. Блин, все куда-то шныряют. Ты иди к тому, ты иди к тому. А ты зачем нужен тогда? Джемус. Я гляжу, ты из новеньких. Фига себе, у тебя Посмотрим, рука. что тебе нужно. Кое-что из этого мне придется поискать. Но ты знаешь местные правила. Мы помогаем тебе, ты помогаешь нам, так? Джуна, один из наших, недавно пропал, и я уже беспокоюсь. Будь добр, поищи его, пока я собираю припасы. И если узнаешь о нем хоть что-нибудь, я дам тебе рецепт исцеляющих бинтов. Ух ты. Возьмешься, пожалуйста. Да давай возьмемся, чё бы нет. Удачи. Надеюсь, он жив. Ну пошли. Так, а ты мне что предложишь? Нельзя не заметить, странник, что твоя пушка никуда не годится. Чё? Есть мысль снарядить тебя получше. Помоги нам, и получишь реальное оружие. Да ты знаешь, где я эту пушку нашел, друг? Отказала наша радиовышка на холме. Ее нужно починить. Наверное, там просто что-то сместилось. Починишь ее, получишь дробовик. Как тебе? Удачи. Трудностей быть не должно. Спасибо. Пушка у меня говно, говорит. Я, блин, там сквозь эти пробирался, мухоморы всякие. Он говорит, пушка у тебя говно. Ха. Это, походу, пушка из какого-то дополнения. То есть ты проходишь, получаешь вот эту пушку. И все. Так, ехать надо нам назад. Погнали. А как я здесь должен ехать? Вон тут как, оказывается. Территория безбашенных. У меня что еще есть? Калаш 0, дробаш 0. 200 патронов. Ну хоть 200. Блин, надо было к этому в подвал зайти. Этих боеприпасов купить. А я что-то стормозил. Никого здесь, да? Будьте начеку. Ага. Кажется, я что-то слышу. Ты всё... Смотри-ка, эй ты! Ага. Что ты здесь делаешь? Блин, вроде пушка выглядит хорошо. Что-то она какая-то слабенькая. Мне кажется. Ну, реально какая-то слабенькая. Опа-на. Не, надо сближаться. Издалека по ним хреново лупить. Издалека реально по ним не очень удобно лупить. О, тут еще пещера какая-то. Ведро. Это сортир, что ли? Что это вообще есть? Колодец, блин, какой-то. Блин, а он, походу, с дробаша. Так, бинты. А у нас нет бинтов, да? У нас есть инструменты, мусор, бутылки, консервы. Можно продать, а пожрать-то их нельзя? Набор электриков, блин. А без бинтов как бы мы это... Нам будет хреново. Говно какое-то, не пушка. Не, ну выглядит она, конечно, круто. Согласись. Ну, может быть, понимаешь, может быть, она для каких-то врагов отдельных. То есть не вот для вот этих вот пацанов. Вон, видишь, они бронированные. Может, для какого-нибудь... Для каких-нибудь врагов, которые были на вот в самой первой локации. Они были без брони, без всего. Может, для этих было эффективно.
Радиовышка. Туда. Пошли туда, значит. А у меня что-нибудь... Не, ну вот у нас есть картечь, есть калаш. Давай пока с калаша походим. Чуть нет никого. Вроде вышка, важный объект. Что это? И... А, вот. Блин, тут запутаешься. Что такое? Да что ж вы такие? Не подыхаете-то вообще нифига. Смотри на них. Сообщить Дженусу о судьбе Джуна. Ага. То есть мы два задания, получается, в одном выполнили. Джуна, значит, не выжил у нас. Пошли. Бегом, бегом, бегом. Вернуться обратно на фуникулере. Ремонт. Это весь ремонт? О! То есть обратно идти не надо. Это хорошо. Сообщить ректору о своем успехе. О, это все. Так а что с этим ящиком делать? Ты вернулся. Иди к Риктору. Давай, Риктор, я жду от тебя дробаш. Эй, ты ищешь работу? Пока нет, уже нашел. Неплохо, странник. Я не знал о мутантах. Они так далеко не забредают. Но ты справился. Сходи к Дженус. Она хочет знать, что ты нашел. О, выглядит тоже внушительно. Но сейчас будет каким-нибудь там этими пластмассами стрелять. Джуна мертв. Я так и думала, но все же надеялась, что он вернется. Этот мир убил столько хороших людей. Спасибо тебе за поиски. Вот то, что ты просишь. И еще рецепт лечебной повязки. Просто смешай все это и лечись, сколько влезет. О! Еще раз спасибо и удачи. Смешай все это, лечи сколько влезет. Вы получили свою первую инженерную схему, чтобы применить и вводить в инженерный экран в своем снаряжении. Ага. Так, бинты. Скорости натритов не хватает. Ингредиент тряпки. Создать. Ингредиент антисептик. Тряпки и антисептик. Все, да? Так, а что у нас дробаш? Картечь. Стандартный картечь. Дешево и сердито. Так. Great for impressing friends and performance enemies. Хорош для каких-то там друзей. Каких-то там врагов. Штурмовая винтовка. Пистолет. Двуствольный дробовик. То есть вот это и вот это одинаковые, что ли? Получается. Так, бинты, да? Надо просто будет купить у того чувака побольше. Книги, найденные в пустошах, их никто не читает, но они годят для раступки. Можно продать. Так. Позволь дать тебе совет. Ну. Что ты мне Эти холмы скажешь? кишат бандитами.
Обычно они воюют друг с другом, но если заметят тебя на своей земле, убьют и имя не спросят. Берегись. Не, ну это прям вообще совет ты дал дельный. Я уже здесь сколько? Больше часа? Шуна нет, а я не могу уйти с поста. Предупреди поселение, что у нас тут муты. Ты поможешь мне с этим. Где приближение мутантов? Нет, наверное. Хватит там. Я им что, мальчик на побегушках, что ли? Погнали, короче. Домой. Так, стоп. А я тут транспорт оставлял. Угнали уже? Ёк-макарёк. Транспорт-то угнали у меня. А, вот, погоди, что это? Я ж сюда доехал. Значит, никто не угонял. Ну, отлично. Поехали. Блин. Засмотрелся на чат. Территория Хагара. Так, давай сначала тебе что-нибудь... Стоп. Тебе давай что-нибудь скинем тут интересное. Куплю и продам любую полезную вещь. Ой, давай. У меня найдется все, что хочешь. Продажа. Давай, что тут? Книги. Канистра с маслом. Набор инструментов. Хлам. Консервы. В пустошах кошачья еда. Это не знаю, это, наверное, что-то соединять нужно, да? А это что? Бинты? Не, ну бинты нам нужны. Монокуляр тоже. Покупка. Что у тебя тут есть? Вот давай бинты купим. Гранатку возьмем. Припасы, боеприпасы. Стальные патроны. Давай возьмем. Так. Пистолетные тоже возьмем. Дробаш. Для этой херни взять, не взять. Давай возьмем. Все деньги потратили. До встречи. На патроны. Так, что нам этот наш скажет? Джедай. Отлично. Похоже, я правильно сделал, что спас тебя. На тебя действительно можно положиться, и я твой должник. Можешь поговорить с Диэр насчет баги. Он уже в гараже. Диэр. Кто это? А, вот тут какие-то ребята. А ты кто? Ты небось Лузам хочешь Хагар. научиться бросать крылопалку? Ух ты. Это не просто, друг. Смотри, какая. Красивая. Ну-ка, научи Вижу, меня. Дэн дал тебе пистолет? Хорошая штука. Но крылопалки гораздо тише. В них наноядро для точной наводки. Но все равно нужно набить руку. Вот что. Докажи, что можешь попасть в цель, а я скажу Халику, что тебе разрешено их покупать. Готов попробовать? Ну, давай попробуем, а чё нет. Удачи тебе. Вот правило. Сбивай выскакивающие мишени как можно быстрее. Посмотрим, сколько раз ты попадешь, пока не выйдет время. Так, нажмите бросать крылопалки. Правила просты. Порази как можно больше целей, пока не выйдет время. Так. Ага. Отлично. Да вроде легко. Давай, время на исходе. Счет норма 10 пройдено. Отлично. Капец беспилотником. Иди к Халику, он даст тебе все, что нужно. 5 крылопалка можете купить еще у торговца. Это предмет быстрого использования, у вас 4 ячейки для них.
Что ты нам Эй, скажешь? друг, пришел взглянуть на товар? Что нужно, парень? Крылопалки. Ну, давай, возьмем, хватит пока. До встречи, надеюсь. Эй, иди сюда. Кто это сказал? Ты что ли? Фалиникс. Я хочу, чтобы ты запомнил одно слово. Фелтрит. Ты знаешь, что это? Вряд ли. Я тебе объясню. Фелтрит был в метеорите, который нам всю планету развалил. Но вот интересный факт. Он кое-что дал взамен. Фелтрит — руда из космоса. Крутая штука. Если он попадет тебе в руки, держи крепко. Не меняй на всякую ерунду. Ага. Понял. Филтрит, значит. Так, а где гараж-то? Так, стоп. Снаряжение. Инженерия. Арсенал. Задание. Мастер крылопалки. Найди механика Дюрара. Вот нам что надо. Это мы не будем выполнять. Найди механика Дюрара. Где он, этот механик? Так, как все попасть? А, дверь. Точно. Привет. Дэн сказал, ты хочешь забрать у меня старый багги. А чё не новый? Честно, жить будет. Но тут нужна работа и запчасти. Работу я сделаю. Запчасти с тебя. Ах вы твари. Наверняка Джохан из поселка нефтяников сможет помочь. Идет? Джохан Похан. Ладно, возвращайся с запчастями. Блин, я думал, мне реально баги сейчас отдаст. Еще и запчасти. Ну, погнали. Погнали. Чё, Артём, как сам? Ты учиться-то уже ходишь или нет? Или после операции у тебя есть какой-то реабилитационный период? Хотя, по идее, ты должен был в больнице весь, скажем так, отсюда. Приветствую. Ну. Дер просит запчасти для старого баги? Того, что выкинуть давно пора. Да, я бы с радостью поделился, но боюсь, есть одна проблема. Эти долбаные отмороженные бандиты только что полностью обчистили мой гараж. Так что ищи запчасти в их логове, возле старой дамбы. Думаешь, ты справишься? Там может быть жарко. Нелегко воевать с бандитами в их логове. Жарко. Офигеть. А как же ты дальше-то будешь? Как же ты будешь дальше-то учиться работать? Не буду. Когда ты пойдешь? Так, мы опять сюда идем, что ли? Я ж тут был только что. Или здесь кто-то есть, кого я не убил? Я вроде всех здесь развалил. А, не, смотри, вон он. Получается, не всех. А, ну да, я же... Кто там? Тихо. Ща, ребят. Спокойно. Опа-на. Мне шрам полностью не зарос волосами. Не, ну
Я, конечно, не знаю, Артем, какой у тебя там случай, что там у тебя, но просто так же не должно быть. Ты же, наверное, понимаешь. Или тебе выпишут как-то пособие по инвалидности или что-то такое. Я просто не в курсе. Эй, вон там! Что там в итоге, какой у тебя, как тебе сказать, что тебе в итоге посоветуют? Может быть, да, какое-то время ты в школу ты не пойдешь, но дальше-то. Так, найти генератор. Будет переводиться в другую школу. Домашний посижу, в школе ничего не происходит. Буду готовиться. Ну вот я про это и говорю. Если у тебя не инвалидность, то значит ты вполне можешь учиться в нормальной школе. Просто, да, тебе нужно как, наверное, больше времени на реабилитацию. Все. Бегает здесь. Ломаемый замок. Замколомка. Ее можно собрать на инженерном экране, если у вас есть схемы и детали. Так, детали есть. Ну, а как собирать? Создать. Все? Ух ты, интересная штучка. Ты видел, что они делают внизу? Да просто охренеть. Турели уже на тачке. Это деревенщина и не пить. Так, давайте эту штучку возьмем. Что такое? Что такое было? Подождите-ка. Смотри, что это вообще было? Что я сделал? Я не понял. Я ранен. Что за хрень? Пришлите остальных. Где кто? Кто это сказал? Пусть кто-нибудь поднимется. Потерял его из виду. Нифига себе, как он умеет. Черт. Классно. Я отхожу назад. Где он? Эй, вон там. Я выбираюсь отсюда. Блин, где еще-то? Что-то тут дофига. Нора прям целая. Занимаю укрытие. У меня в деревне нормальной школы еще не отошел отправиться, там срок несколько месяцев. Напомни, где ты живешь? Я не помню, говорил ты или нет. Так. Чё, все? Это что такое? Это походу какой-то двигатель. А это что? Дверь под напряжением. Так, набор электрика. И что? Ага. Найти запчасть, найти колпачок распределителя еще надо. И в какую же мне сторону идти, чтобы найти? Хрен его знает, да? Или оно может где-нибудь здесь? Не, ну по идее он должен лежать на виду. В Ленинградской области, Волосовский район, деревня Бегуницы. О, далековато. Далековато.
Чё, все, назад идти? Ну, по идее, получается назад. Больше я как бы... Тут вариантов-то не вижу. Задание завершено. Погоди-ка. То есть все-таки я что-то не собрал. Ладно, давай получше посмотрим. Что я мог пропустить? Что и где я мог пропустить? Но я пока ничего не вижу здесь такого, что можно забрать. Что она очень хорошая, везде про школу написано, надеюсь, всех учителей всего 2 нормальных. Ну, всегда, когда учишься в школе, всегда много учителей. Ага, вот она. Всегда много учителей, которые тебе не нравятся, которых ты считаешь нормальными. Кого он там гранатку-то кинул? Сейчас бинты мы возьмем. Сейчас, секунду. Где они тут у нас? Черт, я... Ага. 2 раза нажал. Так. Кто там? Еще кто-то? А, еще одна дверь. Где вы тут орете? Куда ты ушел? Уходишь? Ух ты. Иди сюда, ублюдок. Сам такой. Так, еще подходи по одному. Не хочешь, да? Блин, пистолетик надо. Вылези. Нифига себе, он как умеет. Да, это ты точно сказал. Это ты прям молодец. Так. Что у нас тут с трупаками? Я же не все тут подсобрал. Ага. Так, и канистра с бензином. Так. Вон там какая-то фигня, наверное. Чё? Ну, схема. Мы же ее создадим. Так. Что у нас здесь? Стальные клинки. Тряпки, гранаты. Шестеренки. Блин, сколько всякого хлама тут валяется. Прям надо досконально тут все ходить и собирать. Собирательством заниматься. В принципе, это, конечно, не особо напрягает, но... Бывает, что надоедает, если игра такая достаточно длинная. Дешевые туфли, зачем они мне нужны? Стоп, еще тут что-то что ли было? Нет. Так, я не считаю нормальным, если учитель не пускает в класс, если ты пришел к такому звонку, или просто оскорбляет тебя, если ты не знаешь материал, врет на тебя и на всех, просто из-за того, что у него такая манера речи. Зарядка завершена. Ну, у учителя, у него, понимаешь, сейчас, Артем, в чем дело? Учителям сейчас платят немного. Они... Вот. Естественно, они могут там что-то срываться на вас или еще что-то. Из-за того, что они пытаются вас научить, а вы учиться не хотите. Никто же не хочет учиться.
Так. Где еще один? Еще один же был. Ах ты, стоп, стоп, стоп. Блин. Где ты там? Лежать. Вот, и надо все-таки как-то стараться тоже учителя понять, когда у вас куча людей, а он один. Сейчас, извини меня. Тихо, 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 тихо. Так, ребятки, спокойно, спокойно. Бинтик, бинтик, бинтик. Ого, у него пулемет какой-то. Ты своим пулеметом задрал. Я единственное, что не пойму, где мой индикатор здоровья. Да дохни ты уже. Ты смотри. О, вроде все. Все или нет? Ты не просто ранен, ты убит. Нет, я хочу учиться. Но если хочешь учиться, это хорошо. Это самое главное. «40 минут идет урок, и он не может вас всех научить. А вы еще и не хотите, зачастую плохо себя ведете. Ну, я не говорю конкретно про тебя, а вообще в целом про детей. Я просто... Ну, как бы же сам-то я учился, я же знаю, какие дети бывают. И что. Поэтому учитель просто тоже надо немножко понять и войти в его положение. Да дохни ты, тварь. Я понял. Я гранатку, короче, кинул. Вот она. Все, я нашел, где гранатку кидать. Привет, Рум. У меня шлем был Капитан Америка, что ли? Не, пистолет однозначно хорош. Может, все-таки с этим походим? О, колпачок распределителя. Ого. Нафиг отсюда. Так, мне сюда идти, правильно? Я думаю. Да ты смотри, он жопой стреляет, вы видели, да? Забавно. Нет, как так можно стрелять? Вытащил он, значит, вот тут жопу, вот тут вот чуть-чуть. И из-за жопы рукой стреляет. Это как так можно придумать? Объясните мне. Так. Что здесь? Все? Валим назад. Так. Ну, выход тут один. Томми и Дженни. Ну да, в сортире про любовь писать надо здесь. Такая ситуация, что учителя банально не уважают учеников, они не уважают учителей. Наша школе была учительница русского литературы, ей не больше 25, так ее все обожали, нормально учили материал. Ну, к молодым сейчас ко всем вроде более-менее нормально относятся. В принципе. Вот. И молодым ко всем, в принципе, надо относиться нормально, потому что они в 21 веке выбрали профессию учителя, пытаются вас научить чему-то. Это, в принципе, сейчас дорого стоит, потому что учителя реально немного получают зарплату. Ого!
Это как это так было? Блин, а я же не сохранялся. Я надеюсь. Так, это где я? Так не говорите мне, что я... Черт те где. Это самое. Черт те где. Остался. Блин, это ведь точно. Ты смотри, а. Вот жопа. Надо было сохраняться. Черт возьми, а. Ну ладно, хрен с вами. Хрен с вами. Не ори. Да. Ты дохнешь когда-нибудь или нет? Блин, как так вышел, что я... Да дохни ты, сволочь. Блин, это сколько проходить-то еще? Ну ладно. Сейчас быстренько дойдем. Сейчас быстренько допрям. Так, спокуха. Спокуха, спокуха. Система образования плохая. Ну, я согласен с тем, что система образования херовая сейчас. Со шлемами своими. А какой бы ты хотел систему образования? Если по-хорошему. Вот как ты хотел учиться, чтобы тебе нравилось? Дохни, тварь. Да нет, нормально сойдет. Да на тебе по жопе. Дохни. Так, сохраниться надо. Правильно? Я думаю. Гараж безбашенных. Ну, в принципе, да, тут не слишком далеко я ушел. Нет, он нас тут всех не мочит. Ты забыл приставку «за». Классный бинокль. Бутылка бухает тут, пацаны, походу. О, пошли. Пошли дальше. Так, раз, два. Зачем здесь кидать другие бесполезные слова? Ну, тут ты не прав. Ну вот как, ты, допустим, хотел бы чем только заниматься? Только историей или только биологией, только географией? Чем? Или только математикой? Я тоже так думал, что зачем. Но... Здесь что или куда? Фу, понял. Ага, кого-то размазало. Куда ты пошел?
И половина биологии мне не пригодится. Ну, общий-то курс ты же должен знать. Ты же должен знать, что, допустим, чтобы посадить, чтобы вырастить растение, его надо посадить, полить. Да? Какой стороной сажать растение? Корнями в землю, а не этим, как его, а не цветком. Ты же это должен же знать, правильно? А то ты придешь и увидишь цветок, не знаешь, что это, во-первых, такое, и что с ним делать. Потащишь его в рот, допустим. А он какой-нибудь ядовитый или отравленный. Ты же должен это знать, ты согласен или нет? А углубленно в биологию в школе не изучают. Ну хотя бы строение, как и процессы всякие вегетативные. Я считаю, знать это нужно. Как сажать растения, как за ними ухаживать? Ну а откуда ты это знаешь? Блин, давай лучше Калашников возьмем. Где он там? Вылезай, вылезай. О. Так, тут был еще один. Ага, вот он. Раз, два, три. Так, где тут этот? Набор деталей. Так, еще раз сохранимся. Все эти суммы я давно знаю, я же все-таки деревенский пацан. Мне бабушка 7 лет рассказала. Не, ну подожди, не все же в деревнях живут. Тут живет в городе. И кто-то, например, коров ни разу не видел. Или лошадей. У меня была сестра двоюродная. Она очень любила лошадей, но она их очень редко где видела. И если для нас лошадь это нормальное явление, да, то для нее это вообще как будто она увидела инопланетянина. Постоянно восклицал: смотри, лошадка, все дела. А кто думает, что мясо на дереве растет? Представляешь? Есть такие люди. Я, например, когда работал, коллеги у меня один спрашивал, вот там, я рассказал, вот я там кур дома выращивал, там, ну там кур рубил, ну и мне все говорили, там ты живодер, все дела, хоть здрасте. А ты думал, что курица на огороде растет, да? Поверь мне, разные люди есть. Кто-то знает, а кто-то не знает. Ну где, кто еще? Да не дергайся ты. Ага. Ты когда ж ты сдохнешь-то? Смотри какой, а. Ну-ка давай-ка гранатку кинем. Не тот случай. Как по мне, убивать здесь животных это нормальное дело. Ну а вот для кого-то, я не знаю, может для веганов каких-то или в принципе. Кто-то думает, что вот, не знаю, убивать это плохо, хотя он ходит мясо покупает в магазине. Вполне нормально, его это не прельщает. Я говорю, люди есть абсолютно разные. Так что тут не угадаешь. Кто-то знает основу, а кто-то не знает. И опять же, учитель не может же знать, что тебе бабушка рассказывала, а что не рассказывала. Я, например, тоже, когда в первый класс пошел, тоже нам и буквы рассказывали, и цифры, хотя я тоже и до 10 умел считать, и буквы знал. Опять же, у всех разный уровень образования изначально. Хотя идут все в одном возрасте. Кто-то жил в деревне, кто-то в городе. Кого-то, может, дом постоянно держали.
Не могут же отдельно учить тебя, а отдельно учить там тех, кто в деревне живет. Это так учителей не хватит. Поэтому, да, всех под одну гребенку. Сейчас сохраняемся. Всех, так сказать, ну, образно говоря, под одну гребенку и отправляют учиться в школу, исходя из возраста. Это единственный критерий. Ты что ж ты лезешь-то прям лбом? Прям лбом лезет. Ты дохни, ты дохни. Ты смотри, ну вот куда ты летишь, камикадзе хрен? Так. Там тут машинка. А, вон Тони Дженни, все дела. С этого мы сняли все. Сейчас тут машинка приедет. Должна, по крайней мере. Так. Или нет? Да, вот здесь где-то. Вот она. О. Я так не договаривался. Стоп. Так, и что мне с вами делать? Блин. Так, и что же мне с вами делать? «13 лет». Ну, какие твои годы? 13 лет это да. 13 лет еще рано. Учись пока. Мой тебе совет. Пока учись. Да я здесь, друг. А, во, у него... Я понял. У него перегревается пулемет. Дохни. Черт. Блин, какой он жесткий-то, а? Может, его с чего-то еще надо завалить? Что у меня тут есть? У меня есть дробаш. А, вон он. Дохни. То есть ему чудок остался. Быстрей. Да иди сюда. Лучше прожить до 18 беспечной жизнью, чем страдать такой херню. Не, ну опять же, все к этому приходят в разном возрасте. Кто-то в 13 лет, а кто-то в 22, кто-то вообще в 35. Все зависит от того, что тебе нужно. Так, а как бы мне тут... Ага, вот здесь пройти можно. Так что в 13 я считаю, что да. О, все, нашел все запчасти. Дохни, сученыш. Так, чё? Открыть, не открыть? Ага, хрен сейчас откроешь. Создаем. Тут может какие-нибудь ништячки полезные. О, я так и знал.
Кристалл филита. Во-во-во, это я же этому сейчас чуваку принесу. Он сказал их приносить. Сейчас принесем, посмотрим. Тем более, насколько я знаю, первые отношения длятся много. В 13 лет, естественно. К этому серьезно нельзя относиться. Так, это наши или не наши? Не наши. Да дохни ты. Так, ладно. Блин, хорошая штука сработала. Так, чё, валим? Поехали. Баги себе. Опа, это что такое? Ты что тут делаешь, мужик? Спуститься в канализацию. Как-то нет, не хочу. В канализации опасно, понял? Опасно! Там мутанты хранят все, что находят. Говорят, там много ценного. Только они это снимают с трупов. Что мне тогда делать? Ну, я тебе говорю, учись. Живи пока что. Как придет к тебе, это к тебе само придет. Как придет, так и начнешь. О. 13 лет это вообще, как тебе сказать. Я тогда в твоем возрасте об этом не думал. Как бы сейчас немножко другие времена. Так, пойдем. Дадим пацану запчасти. Вот это подойдет. Порядок. Баги скоро будет готов, но тебе нужно кое-что узнать, прежде чем ехать кататься. Что же мне надо искать? Пустошь — опасное место. Вызови меня, если твой транспорт застрянет. Я отбуксирую тебя. И еще, надо будет что-нибудь починить. Возвращайся. Я все сделаю. Так, ладно. Осталось поставить эти детали, и все. Иди и возьми вон ту рацию на стойке. Ух ты, какой аппарат. Выглядит хорошо. Так, послать эту девку или кинуть в френдзон с ростом. Не хотелось терять более-менее нормально. И помни, нужен буксир. Позови меня. Порядочек. Можешь забираться. Так, я тоже не думал об этом. Ну, я тебе так скажу. Что значит попробуй? Ты же не жениться на ней в итоге собираешься, правильно? Попробуйте. Походи, пообщайся. А там постарше будет, сами разбирайтесь, поближе. Вот. Я тебе скажу, если девочка тебе тянется, значит это чего-то стоит, наверное. А то они, понимаешь, они сейчас постарше будешь, ты начнешь понимать, что они начинают нос задирать, начинают выбирать. Если там у тебя денег нет, ты не особо богатый, ты как бы не в фаворе будешь. А если она вот тебя, так сказать, на тебя обратила внимание такой, какой ты есть, да, то это, поверь мне, это дорогого стоит. Вот. Ну, опять же говорю, в 13 лет на что-то серьезное рассчитывать я бы не стал. Вот. Понимаешь меня? Я еще с этим не сталкиваюсь, поэтому я не знаю, что делать. Но я говорю, походи, пообщайся. Сходите куда-нибудь вместе. Поговори на какие-нибудь важные темы. Может быть, она вообще не твой человек. Вот то, что тебе интересно, может быть, ей не интересно. Что ты нам скажешь? Не слышишь никаких странных звуков из-под земли?
Говорят, это канализация еще тех времен. Там опасно. Но можно найти ценные вещи, если тебя не сожрут мутанты. Понятно, это все про мутантов. Всем нравятся длинные прически. Не всем. Поверь мне, не всем. Кому-то нравятся лысые. Вообще. И я тебе скажу, прическа-то не главное. Взглянуть на товар? Давайте что-нибудь скинем. Говна всякого. Что у меня тут есть? Бутылки нам нафиг не нужны. Консервы. Маслом. Конец бензин, вторая по ценности жидкость в пустошах. Оставить может бензин, антисептик. Дезинфицирующий. Так, тряпки. Нет, тряпки оставим. Стальные клинки, это, наверное, их можно сделать. Проводка. Так, шестеренки. Наверное, тоже какие-нибудь предметы. Кристалл филтрита. 25. А что с ним будет? Не, пока не будем продавать. До встречи, надеюсь. Пока продавать не будем. Так. У меня есть теперь баги. Это раз. И пойдем к этому чувачку. Что ты нам скажешь? Гора. Бандиты блокируют въезд в долину с юга. Держись от них подальше, если у тебя нет мощного подкрепления. Хорошо. Пойдем к этому мужику, к нашему. Что он нам скажет? И, наверное, на сегодня закончим. Как тебе баги? Выглядит не очень, но если приделать к нему пару пушек, то можно хоть кого валить. Ну что, готов поработать еще? Ты готов, готов. Наверное, пока сохранимся, а потом будем на тебя работать. Почти 2 часа стримлю. Сегодня хватит, я немножко припозднился. Коллекционные предметы. Вот, а ты чё? Бейки. Чё ты нам ничего не хочешь сказать? Ничего. А еще тут кто-нибудь есть? О, а тут, кстати же, можно пройти, да? Да, я что-то в обход хожу. Ну, все, наверное, давайте баги опробуем. Смотри, не лихач. Шустрый. О, класс. Нормальный такой аппарат. Мне нравится. Так, ну что, сохраняемся. И, наверное, сегодня рейдж мы закончим. Следующий стрим будет, наверное, во вторник. Завтра не будет, надо немножко отдохнуть. Вот, во вторник мы попробуем провести сразу 2 стрима. Если получится. Рейдж, не знаю. Я думал на Resident Evil, но я посмотрел и не знаю, стоит ли мне вообще проходить за Клэр. Ну, потому что там по факту то же самое. Есть там, конечно, различия в прохождении, но квесты те же самые. Я вот не знаю, я еще пока не решил все-таки. Нужно проходить или не нужно. Мне бы хотелось бы пройти, потому что Resident, в принципе, мне нравится. Вот. Да, пока, Артем. Если что, приходи, конечно. И не переживай насчет всего этого. Все будет нормально. 13 лет это не приговор. Все, всем пока.